Некоторые слушатели сообщали о полном исцелении от болезней спустя всего 22 минуты прослушивания музыки с правильными частотами. У меня есть довольно необычная история, которой я хочу быстро поделиться. Этот божественный дар, которым я делюсь с вами сегодня, я получил в Иерусалиме. Там, в кофейне, я встретил пианиста по имени Давид, который изменил мою жизнь. В этой кофейне Давид исполнял христианские песни поклонения. Он заметил меня и, улыбнувшись, сказал, что знает о том, что я верующий. В перерыве он подошел и сел рядом со мной. То, что произошло дальше, навсегда изменило мою жизнь. Видите ли, делом всей жизни Давида было изучение древних псалмов царя Давида в древнееврейских музыкальных формах. И он вручил мне рукописные копии многих из этих псалмов. Затем он сказал: «Это для тебя». И Иешуа сказал, что ты будешь знать, что с ними делать. И позвольте мне сказать вам, мы оба плакали в тот момент. Некоторое время спустя я посмотрел на одну из рукописей и заметил что-то загадочное. Давид адаптировал эти песни под современный ключ. Акустически это просто не сработало. Итак, я размышлял о нашем разговоре тем вечером в Иерусалиме. И Иешуа сказал, что я буду знать, что с ними делать. Внезапно вспыхнул свет. Я действительно знал, что делать. Я заметил, что оригинальная рукопись была в другой тональности. Предположительно, царь Давид настроил свои инструменты выше, чем то, что мы знаем как современную музыкальную систему строя. Я нашел упоминание о царе Давиде в своей Библии на странице 222. Теперь я не знаю, было ли это божественным вмешательством или нет, но что-то подсказало мне удвоить номер страницы и перенастроить гитару. Вот так я и понял. Кажется, я только что нашел ключ Давида. Поэтому я быстро схватил свою гитару и настроил ее на 444 Гц. Помните, Герц измеряет звук как один колебательный цикл в секунду. Это частоты. Все это означает, что каждый звук вибрирует 444 раза в секунду. Как только я перенастроился, я обнаружил, что большинство этих древних исцеляющих частот теперь были прямо у меня под рукой. И я убежден, что Бог дал эти частоты царю Давиду. Вы видите, как все это начиналось? Затем мне нужно было выяснить, сделал ли кто-нибудь еще такое же невероятное открытие. Я зашел в Google и вскоре сделал еще одно удивительное открытие. Эти частоты были найдены и другими людьми. И что они делают? Они просто зацикливают один звук на соответствующей частоте. Честно говоря, мне было скучно это слушать и даже вызвало у меня небольшую головную боль. И я подумал, что более приятное и мощное впечатление от прослушивания можно получить, услышав эти исцеляющие частоты в теплых, обволакивающих песнях. Именно это привело меня к созданию проекта Holtunes. В итоге эта исцеляющая музыка была аранжирована Господом через нас. И позвольте мне быстро объяснить вам, почему я знаю, что вам понравится эта музыка. Эта исцеляющая музыка буквально текла без усилий в студии. И, честно говоря, мы понятия не имели, что будем играть, когда шли в студию. Это еще раз подтверждает для нас, что Бог руководил этим проектом от его скромного начала до славного завершения. Мы использовали лучшее оборудование, которое смогли найти. Мы записали музыку с помощью аналоговой технологии, где это возможно, с минимальным цифровым сэмплированием. Даже барабаны были настроены на нужную частоту. То, что вы услышите в каждой песне, настолько чисто, насколько мы могли это сделать, чтобы вы могли почувствовать силу частот
пронизывающих каждый трек. Мы использовали лучшие инструменты, изготовленные из лучших материалов. Когда мы начали играть, мы все одновременно почувствовали, как рука Бога ведет нас через каждую песню. Но значение имеют именно исцеляющие частоты. Музыка – это просто средство доставки. Итак, хочу обобщить все. Я верю, что эти частоты были переданы царю Давиду самим Богом. Его оригинальные рукописи были переписаны моим дорогим другом, потрясающим пианистом и верующим Давидом из Иерусалима. Он передал мне эти рукописи, но когда я присмотрелся, я понял, что они были записаны в ля 440 Гц, что не согласовывалось с тем, что я знал о настройке царя Давида. Я исправил ошибку и перенастроил свою гитару, чтобы она соответствовала исходной частоте царя Давида. В итоге, благодаря божественному вмешательству, все это привело к созданию удивительной исцеляющей музыки. Так что слушайте и исцеляйтесь.